О, добро есть. Давай, я послежу. Есть город, который я вижу во сне. Ах, если вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне. Цветущий в акациях город, цветущий в акациях город. И все вместе. У Черного моря. Вот тебе, на тебе, спасибо, картина маслом. Ребята, наша музыка бесплатная, не имеет авторских прав, так что пользуйтесь на здоровье, все будет хорошо. Эх ты, Одесса, таки прелесть, правильно? И люди замечательные, и погода шикардос. Так, готовим дальше. Та-дам. Та-дам. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован и Марат. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Короче, я забыл, как руками делать, слышишь? Ну забудешь. Дома напомнишь мне. Маратка, здорово. Здравствуйте, Иси всем Диси. привет. Всем Как привет. и обещал. Да. Почему без тельняшки? В следующий раз одену обязательно. Это рокерская тельняшка. Хорошо. Короче, как и обещали, с Маратом таки для вас приготовим шикарное блюдо под названием как? Длинный чего-то, короткий чего-то. Еврейско-липованский рецепт, ёшкин кот. Это будет курица, практически авторский рецепт, так как я люблю экспериментировать, я к нему потихоньку пришел сам. Ребят, смотрите за руками, слушайте внимательно, это очень вкусно, это блюдо очень любят дети. Не знаю почему, очень любят. И, походу, бюджетно, елки-палки. Что у нас здесь Очень получается? бюджетно. Это стегно, кусок окорочка, тот, что сверху, Это- да? Да, это мясо с бедра курицы. Все порядок. Так, из ингредиентов я вижу, у нас тут и помидорки есть. Давай я покажу. Сегодня и паприка будет в 3 видах, ты понимаешь? Копченая. Давай с паприки начнем. Обязательно. Копченая, Без этого потом не готовим. турецкая вот эта обалденная хлопьями. Ну и будет сладенькая паприка, которая у меня здесь есть. А также будет мед, соевый соус, немного овощей, зелень и укроп шикарный, который мы брали с тобой на базаре. Знаешь Ты для Яша чего? его взял. Под молодую картошку. Ой, идем, Паша приехал, познакомимся. Короче, ребята, что хотел сказать. Мы уже потихонечку работаем, вон площадочка есть, места там ограниченные, объясню почему. Хочешь в ресторане присесть, но таки нету места, звони сюда и будем здесь организовывать. Помимо всех этих готовок, мы таки продолжаем, спасибо вам, помогать людям. О, ребята, а что подъехало? Яблоки свеженькие, такие шикардос. Паша, как обещал, вот мужик, елки-палки, сказал, отрезал. Да-да-да, это тот Павел, за которого я говорил на базаре. У человека есть такой маленький хостел, красивый, с ремонтом. Если вы вдруг случились в Одессе, там по собственному желанию или просто так, таки вот Паша. Ты телефон свой помнишь? Конечно. А ну продиктуй людям. 097 097 100 88 88 44. 44. Паша, человек, который вас примет. Да-да-да, хостел где-то находится в исторической части города Одессы. Эх ты, красота. И цены у него доступны. А яблоки почем сегодня? Ни почем, потому что это благотворительность. Ребята, эти яблоки поедут и на Харьков, и на Николаев, и вот куда только сможем, туда и отправим. Спасибо тебе от души. Ты что, на КамАЗе приехал? Да. А ну идем проверим. Иди сюда. Мурка? Кс-кс-кс. Хотели котят показать, так мы их покажем. Мурка, привет. Мурочка, девочка красивая. Где твои Мы дети? сейчас покажем котят. Я чего начал... Сегодня с женихами была. А, ну нормально. Марат, она такая Настоящая красавица, женщина. я если бы не знал Катюшку, сам бы Одесская рядышком бы возле настоящая, нее лежал. Что хотел сказать, по поводу места в ресторане, не переживайте, его здесь нет, потому что шоу у нас тут, ну база, сегодня были на оптовом, затарились, это посылка на Харьков готовится, Паша Яблок привез, там все на базе, ребята молодцы, привезли, сколько воды? Штук 30, он говорил. Да, а это на Николаев, там сейчас вода нужнее, просто пасочки еще есть, ну все. Хорошо рассказывать, и селедочка тоже имеется. Маратик, Не Дунаечка, конечно, но слабосоленый, оселедец. да. Там она удобная, что я быстренько завернул, и можно отправить Пошли ее. котят покажем. Точно. Дети, Котята, выходите. они уже бегают по ресторану. Дети. А ну Да он подожди. сейчас выйдет без тебя. А, вот так вот? Смотри. Тут есть, стой. Опа. Где здесь нажать, чтобы вспышка появилась? Вот так вот? Смотри. Банда. Здорово. Вкуснючие. И овсянку А есть. вот тот хуже всех вылазит. У него Вот этот вот? никак не научится. Не, ну может два пацана и девочка. Он не слабенько, хотя- а аккуратненько вылазит. Очень красивый, беленький. Ага. Ты Эй, какого- чудики. Ты какого взял? Да я 3, наверное, возьму. Нет, тут уже какие-то забронированные. Вот эти, по-моему, 2 и забронированы. Да? Если я не ошибаюсь. Ребята, остался один котенок от Мурки. Так что давайте легендарные одесские Наши коты. дети. Да. 2 уже закончились, 1 еще есть. Чуча, мачуча. Марат, не хотите себе? А что ты говоришь, это блюдо, которое мы готовим, и детям подходит? Очень. Вот так мы детей сегодня и угостим.
Слушайте, я вчера без вас чуть вам собаку не организовала. Но нашелся хозяин. Да. Да, мальтийская баллонка потерялась, пишут. Я говорю, если не найдется, пусть, конечно, найдется. Но я готова забрать. Сережа, говорю, слушай, говорю, я Марата не спросила, говорю, но думаю, он не откажется. А Маратик очень любит особенно баллонок, особенно мальтийских. Давай, и тебе найдем, у нас есть, если что, рынок Староконный, там, где есть все. Ну идемте, ребята, готовить, как обещали. Вперед с нами, оставайся на канале, подписывайся, комментируй, получай хорошее настроение. Всем, ребята, мира и добра. Я готова, ребята. Ты готова, и мы готовы. Секретный ингредиент Марат хотел сказать, но он его не забыл, а держим легкую интригу. Есть такой момент. Да, самый главный ингредиент Чуть-чуть попозже в мы этом его блюде. скажем, без этого ингредиента это блюдо не получится. Ну, больше чем уверен, что у тебя его дома, ну, мама дорогая, сколько. Так что все нормально. Еще раз повторяю, блюдо бюджетное. Маратик, тихо, весна пришла и полетели. Мы снимаем... Подойди сюда, мадемуазель. Или мадам. Ты кто? Что? Я просто слушаю там людей, Мы может помочь. снимаем Ах ты. мясо с кости и бедра и нарезаем плюс-минус как на бефстроганов. Без шкурочки, Абсолютно, все красиво, да, да? А вы Курочку. умеете бефстроганы готовить, Марат? Ой. Что ты у какой я Марата такое готовлю. спрашиваешь? А я так люблю Умеет, он не умеет. бефстроганы. Бефстроганов очень многие готовят неправильно. Вы с огурцом готовите? Нет, можно и с огурцом. Просто бефстроганов многие люди тушат. Особенно наши мамы, там бабушки, они его тушили. Его нельзя тушить. Это блюдо жареное. Жареное блюдо и отдельно соусом заливается, и тогда это будет настоящий бефстроганов. Это все то же самое, что я говорю только про нашего карася. Но не надо его варить и накрывать да. крышкой, не надо его варить в Бефстроганов масле. нельзя Его надо тушить жарить. Ни в коем случае. Нельзя. Все, Дойдем и до бефстроганова. ладно, ладно. Скажи, лук нужен будет Да, в этом? пару Да? луковиц неси. А у меня знаешь, сколько этого лука? Ага. Что у кота матроски на елки-палки. Так, картошка не надо. Парочку. Смотри фокус. Опача, поняла? Научу тебя потом. Та-да-дай, ра-да-дай, ра-да-дай. Та-да-дай, В Израиле та-да-дай, ра-да-дай. Говори. Это называется паргит. А, Он про- вот, длинный паргит, короткий Есть длинный паргит. паргит, есть короткий паргит. Он уже продается без косточки, очищенный от шкурки. Все как положено. Я немножко оставляю мяско на костях, чтобы получился потом шикарный бульончик из этого. Ну, паргит это название блюда или паргит это запчасть от курицы? Паргит называют вот эту вот часть мяса, которая с ноги курицы. Если он длинный, он из бедра, из голени. Если он короткий, он только из бедра. Все, понял. Вот так, Катя, иди покажи. Лишний жирок убираем. Катюшка, ты, наверное, становись сюда. Все знают, как я умею Нарезаем чистить лук. Произвольно, насколько у вас это получается. Типа как на бефстроганов. Полосочками. Вот такими. Слышь, у нас же еще и гарнир сегодня будет сумасшедший. Гарнир, да. Гарнир, ребят, подходит. Ну, у нас сегодня молодая картошка. Эх ты, салатики я хотел на потом Да. оставить, ладно, уже спалил. Но очень хорошо пюре. Можно рис. А вообще безумно вкусно, как ни странно, с гречкой. Да? Да, очень вкусно с гречкой. Гречка на гарнир. И вообще бюджет бюджету получается. Еще и дети это очень любят. Дети обожают это мясо. Я честно скажу, не знаю почему, просто... Ой, потому Очень что, любят. потому что еврейские дети Да. такие любят курочку. Они еврейские. Научим. Что? Покоптим, малюха? А? Мы белье перестирали. А ну. Тю, вообще нет аромата копчения. Будет все нормально. Слышь, трусы, панталоны я нюхать не буду. А чё? Давай, А я не благородное это дело. приложи. Ну, понеслась. Все, пусть запускается. Так, Марат займется перцем, а я займусь лучком. По-липовански его можно резать. Не кубиками, а вот так вот. С соломочкой. Пока... Что? Не, ничего. Ты что-то хотела сказать? Не? Посматриваю, Или- глазом, или подсказать. разносились люди или нет. Да нормально, у нас люди все компанейские, так что найдут себе место аж Я бегом. должна проконтролировать через. Это то, о чем я говорил, что хотели сесть в ресторане негде. Ну, а если ты не против сидеть на перловке, тогда да. Заходи, присаживайся. Марат, точно хватит 2 цибульки? Даже много такие. 1,5 хватит, я думаю.
Ты мясо видел, сколько у нас богато? Нормально, нормально. Что, 1,5? Нарежь 1,5, а там посмотрим. Все, договорились. Слышишь, не топор, а машина, елки-палки. Шикардос, а? Может, это все руки, Сережа? В комплекте, да. Я же думаю, на все Так, извилины. лук я Марат, дайте уработал. кусочек. Сейчас. Спасибо. Значит, на Катюня, не глуши аудиторию. Ну что ты делаешь? Тебе не стыдно? хрусь-хрусь, ей можно. Мне можно. Да ей все можно, а люди потом немного в обморок падают, говорят, что ты то смеешься, что? Кого? Сковородка? Да, нужна. Да, уже сейчас буду ставить. А что? Сколько? А, ну все равно поочередно там. Там, блин, там по 5 можно сразу на одной жарить. Караси на расхват, Сережка. Что? Караси на расхват. Покажи аккуратненько, что у нас происходит. Да покажи это, не стесняйся. Так, караси, да, караси у нас есть. Караси есть. Марат, я ставлю сковородку уже, да? Да. Начинаем готовить. Смело. И будет тебе таки праздник. Все. Раз-два и готово. Блюдо готовится, Марат сказал, 15 минут. А тарахтеть мы за это можем часа 1,5, да? Ну вы так точно. Сбалансируем минуток на 25. Хорошо. Эй, монтаж покажет. Ну расскажите, что вы там Марат тут Ну, рассказывает лайфхак, короче. Это не лавхак. а ну. Все профессионалы, повара говорят, что правильно резать перец вот так, Ну-ну. с открытой стороны. А вы? А я всегда режу вот так. Мне так лучше и удобнее. Он как бы... А ты, Сережка, как режешь? Ой, а я На послушаю. вкусовые качества это не влияет. А я послушаю еврея. Так, Маратик, говори, сколько масла надо же не на карася, да, получается? Не, на карася. но Ты тоже- же не забывай, что она у меня вот такая вот немножко овальная и жарит она внутри. Да. Хватит? Так нормально, да. Порядочек? Шикардос. Все. Шикардос, Марат. О. Евреи тоже знают наши слова, правильно? Шикардос. Значит? Практически весь процесс происходит на самом сильном огне. Ребят, идеально в воке. У нас сегодня вот такая липовановская сковородка. Липованский вок, конечно. Да. Можно на любой сковородке, которую вы любите. Главное, чтобы была глубокая. Да. С бортами И хорошими. нам уже пора замешать нашу волшебную смесь. Мне нужна только посуда для нее. А я ж принесла вам миску. Тебе миска нужна? Да. Маратик, мы сейчас готовим что там? Это волшебство. Это то, от чего будет зависеть вкус всего этого, то, что мы сегодня, я даже не знаю, как это назвать. Блюдо. Очень вкусная курица. Волшебство. Да. Так, с чего начинаем? Мед. 2 ложки столовые. 2 столовые ложки меда. Ребят, пропорция примерно, я сейчас говорю, на кило, где-то кило 300 у нас сегодня мяса. Даже Смотри, мед жиденький, липовый, можешь поэтому еще можешь ложечку, да, ложечку, оно, да. Мы потом попробуем. оно без кстати, горочки. Если что, еще подрегулируем, да? Да. Мне уже вкусно. Так, теперь столовая ложка паприки копченой. Копченая. Она на самом деле копченая. Столовая, значит, две маленькие. маленькие. Раз, Два. Обычные паприки. готово. Такое же количество. Сладенькой, да? Да. Вот тебе на. Раз, два. И Турецкой? остренький. Ребята, если будут есть дети, добавляйте себе взрослые отдельно. Это прямо в готовое блюдо. Если детей не будет, значит прямо вот ложечку чайную целую. Хорошо, смотри, у нас детей нет, но они у бабушки, и так как мы им будем вести, эту паприку острую добавлять не буду, я добавлю турецкую, вкусную, ароматную, хлопьями. Все. Да ты что? Хватит, Все? хватит, А, я хотел уже хватит. все. Ладно, хватит. Так, грамм 75-80 соевого соуса. Выливаем. Ох, тут надо дрочить сейчас будет его не с той дырочкой. Да нормально все льется, что ты наговариваешь. Все. Тебе бы лишь бы вот это вот. Не буду говорить это слово. А, ну да, ты же дочь учителя, елки-палки. А я тракторист. И руки Это, у тебя... это многогранное Не буду слово. дальше, я тоже у меня... Еще чуть-чуть. Мальчики. Песня? Хорош, я думаю. Волшебство, Щас. как сказал Марат. Опача. И теперь Так. секретный ингредиент. О, О, чай. Крупнолистовой, сильно заварной, правильно? Черный чай, вот тот, который вы больше всего дома у себя любите, но заварить его крепко. Не чефир,
Ну и примерно на кружку 2 пакетика. 2 пакетика, да? Из Там мы тут расчета. всыпали столько, что Да, просто на пипец. это количество мяса нам где-то 2 кружки такие хорошие, ну по грамм 300. Ага. Так, я весь выливаю. Здесь 2 хорошие кружки или поменьше. Не до конца. Все, остановись. Вот так вот, да? Всё Если надо что, если что, перемешать добавим. И попробовать. Офигеть. Лопаткой можешь. Могу. У меня где-то и венчик есть, но венчик здесь не пригодится, взбивать здесь нечего. Не Все надо. от Здесь чая именно основа должна быть жидкая абсолютно. быстренько растворилось, и мед в том числе. Ты хочешь макнуть сюда? Я хочу, да, макнуть. А приятный такой контраст, конечно. Соевый соус с легонца. Медика надо добавить. Как по мне, чуть-чуть. Ложку меда Ага. и еще паприки обычной. Марат, ценитель. Добавляю. Ложка у тебя? Все, давай я всовываю ее. Все. Не смотрите на цвет, он некрасивый, но вкус будет шикарный. Да главное в компонентах. Я всегда за это говорил, потому что я вроде бы тоже не красавец, но когда одеваю фури Каталины Маршал, смотри, у Марата тоже. А что, мне казалось, Сразу ты другой ничего человек. вроде. Что Хотя случилось? Я уже начал там работать. Понятно. Все, оператор, перемещайся. Я пыталась ему комплимент, Марат, сказать. Я извиняюсь, я не слышал. А по поводу «я извиняюсь», у меня песня есть. Серега, тут Иди поближе, я спою. Что? Некогда петь, надо жарить, да? петь потом. Ладно. Так может я буду подпевать? Короче, лучок немножко обжарили, а ты да? пой. Буквально чуть-чуть припустили лук, сразу идет мясо. Ну, первую часть лука, это не весь лук. Картошку не надо варить? Вот. Все нормально, сейчас поставим. И горошки надо сказать. Скажем. Так, лук не весь, мясо все. Да. Огонь не дуже багатий, потому что Нормально, нормально. порядочек. Полностью весь процесс идет на максимальном огне практически, ребят. Соответственно, готовится Но быстро. надо мешать. Уже? Уже. Скажи, пожалуйста, здесь по Толику поставить картошку варить. Там, где канава городская под Слободкой, на вечер был я приглашен одной молодкой. Теперь не помню даже улица думаю, что какая, такая песня будет. но в том дворе была собачка очень злая. Да, и пусть она постоит минуты 3-4. В калитку я вошел, совсем уж потемнело, ну а собачка вдруг пустить не захотела. Кто я такой, она меня и не спросила, да только сразу вот за ногу укусила. Ох ты! Я поднял крик, и тут сейчас же скоро бежит хозяйка и кричит: ловите вора! В руках держала она длинную дубину, и с незнакомить она стала мою спину. Она лупила, мои трещали кости. Я ей кричу: мадам, ведь я ж пришел к вам в гости. Зачем стою я здесь и задыхаюсь? А она мне говорит: я извиняюсь. Это я про то извиняюсь, что ты сказал, что я извиняюсь. Эх ты, потом спою еще, как это, с музыкой. Что? Говори. Это самое, нам надо добавить еще здесь чай. Не слышишь? Нет, шукай. Маратик, дай я тебе очки протру. Издевается Марат. Здрасте. Катюшка, иди, к тебе я дам. пришли. Давай, кулечки помощи. Красиво, Сережка, да? Я за другое. Ребята, срочным делом викторина аукцион на лучшее название. Марат придумал это блюдо, но названия у него нет. Но пока только еврейско-липованский рецепт. Правильно? Друзьяки, пишите в комментариях, как это блюдо назвать. Там, не знаю, детская радость. Не неожиданность. Вот что-то такое. Липованская курица. Да при чем здесь я? Ну, Она ты мне не готовишь. надо, вот это Марат. Придумал пусть. Это наше, да, общее. Все. Ладно, договоримся. Я добавляю лучок. Добавляй. Если пока вот так. А, это теперь вторую часть лука, да? Да. Основную. так сказать. Я вообще Ты что, заметила, еще не Марат поняла? любит вот так вот частями. Порционно, всё. Да, правильно. Не вваливать, а аккуратно всовывать. Вот это ты молодец. Слышь, и сковородка хорошая, и лопатка просто угорелая, елки-палки. В Турции приобрел.
И курица ничего, да? И курица ничего с привоза. Тут я понял, самое сложное в этом блюде это лопатка. Потому что, Марат, мы там месяц были, короче, у них там есть, как это, ярмарка, да? Хендмейд ручной работы. И там мужчина из оливки, у него там всякие разные были досточки, лопатки. Ну таки я затарился. Так, вы мне там говорили, что вы в субботу придумали готовить? Чахакбили, наверное. Чахакбили, а что нет? Да простят нас грузины, но будет чахакбили. А может чихарбили? Ребята, извините, Google в помощь. Чахакбили. Да? Чахакбили. Так Все. что в субботу на огне будем для всех желающих. В субботу приходите, Королева 88, дробь 1, город Одесса, ресторан Архимус. Вот здесь дымим, вот там и угощаем. Чахакбили. Тоже с курицей, да? Да, тоже с курицей. Все. Слышишь, вот дадим такую себе именно, не знаю, там, неделю бюджетных блюд. Куриную А хотя неделю. у нас все блюда, ну там есть там пару-тройку таких интересных, что пошукать на привозе надо. А так все блюда у нас пошел на базар и почти готово. Смотрите наши видео, находите, есть там плейлисты отдельно, там мангал отдельно, там есть Одесский Липован, отдельно плейлист с обзорами. Ну а если ты немножко любишь путешествовать, таки для этого у нас тоже есть там отдельный плейлист, так и называется. Вот один из шикарных, который я называю, это Карпаты. Второй плейлист это Вилково. Третий плейлист это Турция, Грузия, хотел сказать Болгария. Бразилия, нет, Румыния. Я не был в Бразилии, но как красиво там, где мы были, Марат. Я Тоже думаю, много диких обезьян. ой, там дикие медведи, Он медведи со своими выходили. поехал, Марат. Да. Обезьянами? Да. Это ты что, про семью мою, что ли, такое говоришь? Товарищ Макака, успокойтесь, все будет нормально. Со своими поехал. Дай полежать Да. немножко, да. Я просто вспомнила, как мы медведей кормить пытались. Ты что, она меня чуть с машины не выгнала? Я говорю, блин, есть хлеб, давай покормим, там печенье, бананы, все есть. Как подняла панику. Ну, Марат, Как ну будто разве бы- кормят диких детей с двумя детьми в машине? Ну скажите Диких мне. детей, диких Диких медведей. 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 Ясно. Да я не хотел выходить к нему навстречу, я думал, Но так, открывал он мое окно, понимаете? Я Он не- видел это с твоего удобно было кидать. Было прикольно. Марат, было прикольно, когда мы выключили телефон. Ох, там было. Дети подумали, ну нам надо, блин, с такими родителями. Поэтому я По тебе дикой говорю, природе что ты гулять. со своими обезьянами поехал. Слушай, а у нас такое, да, у нас хорошо, обычно у нас здесь играет музыка, просто, как это, из авторских прав. Сейчас не Мы играем. ее сейчас выключаем, да. Ну, скажи, там на ютубе же еще на меня нет авторских прав, поэтому я могу спеть. Ну спойся. А я сейчас попрошу. Что? Ребята, а если я аккуратненько спою кусочек Черного моря, а вы мне под припев всех хором подыграете, нормально? О, добро есть. Давай, я послежу. Есть город, который я вижу во сне. Ах, если бы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне, цветущий в акациях город, цветущий в акациях город. И все вместе. У Черного моря. Вот тебе, на тебе, спасибо, картина маслом. Ребята, наша музыка бесплатная, не имеет авторских прав, так что пользуйтесь на здоровье, все будет хорошо. Эх ты, Одесса, таки прелесть, правильно? И люди замечательные, и погода шикардос. Так, готовим дальше. Поехали. Тетя маленькая. Добрый день. Здрасте, здрасте. Что за у вас такое событие? Это вас ждали, а вы все не приходите, не приходите. Что-то уже начали готовить, почти чуть-чуть не съели, так что... Давайте букетом цыганочку. О, ига! Что, вы хотите там присесть, да? Ну там только на консервах можно сидеть. Что? Они за помощью. А, за помощью? Туши, дай людям и Пасху не забудь. Что? Мальчик надо бросить. Против это подождать. Все, тогда подождите, у нас для вас есть. А? Нормально. Так, ну все, перескинули, Спасибо. удели людям минуточку. Внимание. Тамарат еще один момент вспомнил. Говори, что надо? Вот, это не обязательно, но кто любит чесночок. Прямо вот так вот целенький, да? Прямо целеньким. Все, Он отдаст все, что надо, а потом его и кушать вкусно. и хватит. Да, и, собственно, вот минут 10 оно поджарилось. И Можем заливать чудо-раствором. Ой, слушай, а цвет какой, иди сюда, солнце падает, покажи. раствор, ребят, Шоколадная радость, понимаешь? и тут, так как у нас здесь мед, мы сейчас будем это все выпаривать. И надо стоять, не отходить от сковородки, потому что вот тот момент, когда останется соус именно, не жидкость, а соус, мы выключаем и снимаем с огня.
Мед есть, были бы орехи, чурчхелы бы назвали. Ой-ой-ой. Ребят, вот вся эта жидкость должна выпариться, практически вся. Сейчас я поженю это все наше Да. блюдо. Аж плачу. Не надо. Счастье. Вот это надо. Так, сейчас я сделаю большой огонь. Да, да, да. И как дадим газу, потому что картошечка всё. наша уже почти готова. Абсолютно все от начала до конца готовится на сильном огне. Все, услышал, так и передам. Я аж забыл, как разговаривать. Слышишь, как оно красиво кипит? А цвет какой приобретает мясо. А цвет, а как овощи делают и мед, ты видишь, начинает он все это вязать. Ты кинзу принес, Сережка? Да принес. Так, кинзу и картошку принес. Что, Марат, давай я тогда быстренько бахну по укропу, а ты займись салатиком, да? Давай. Так, укропчик. Хватит? Ах, как пахнет. Бедный Яша остался без укропа. Да у Яши петрушка. Ты, мама дорогая, смотри. Та-дань! У! Масочка сливочная, смотри. Мы его подтопили, и дальше оно еще растает. Ой, шикардос. Так, даже не знаю, как Знаешь, не сделать. хватает, да, Марат? Слышишь, как турок, кончилось? а? Не. Как турок посолить. Это прелесть. Крышкой накрывай. Отчвякает как. Да я хочу, чтобы это было видно под крышкой, Маратик. Этого Чтоб же люди ты уже не сейчас передашь. просто- Ай, ты, боже мой, даже у меня слюноотделение наблюдается. Да я как бы за тобой, сушняк, не наблюдал. Ты все время меня брызжешь, когда я что-то готовлю. Ох ты что. Так, все. Накрывай. Да. Накрывай. Салатик. Это у нас почти готово. Так, салатик ты сбацаешь как на плов. Ну, если Катя так просит, значит, бацаем. Я не знаю, я что-то решила помидоры и кинза, а дальше делать Помидоры, кинза, немножко посолить. Все, и даже чуть-чуть масла не надо. посахарить. Чуть-чуть лука. И посахарить. Какого? Вот хватит. этого. Хватит. Договорились. Давай, ты тут делай, а я буду. А ну покажи в разрезе, что это Помидоры такое. красиво. Я Турецкая, сегодня но выбирала. красиво. Турецкая микада, а пахнет полевой. Да. Она еще микадой не пахнет, но выглядит уже достойно. Ого, Марат, прям вот так надо, да? Ну, так как если ты хочешь как на плов, то именно А так. мы кинзу там добавляли, да? Тоненько нет, мы не добавляли. Ну, мы же любим экспериментировать. Я просто очень люблю кинзу. И я А вы люблю. тоже любите? Да. Сережка не одобряет мой выбор обычно. Катюня? Хотя уже тоже кушает. А, Там Лена уже приехала Да, Лена посылки уже забирать по адресам. Так вот и работаем, ребята. Что-то готовим, где-то бегаем по базарам, что-то делаем. Что, она сегодня с маникюром, можно ее снимать? Леночка, привет! Ты на запах или случайно? О, вообще-то мы с ней договорились. ладно, ладно. Да. Здравствуйте. Юга, огонь поддерживаешь? Да. А вот такое. Марат говорит, детям нравится и девочкам. Детям и девочкам нравится. Катя, прямо на Катю дым. Фу. А я сейчас Дулю покажу. Куда Дуля, туда дым, куда Дуля, туда дым. Бери телефон, Сережа. Не, работает, смотри. Ты бачишь, куда я показываю? Давай еще. Куда Дуля, туда дым, куда Дуля, туда дым. Снимай давай, я тебя держу в безопасности. Ты под надежным крылом. Под моей защитой дулевой. Смотри, что Марат сделал. А? Помидорки сказочные. А ну попробуй, сладкие. Точно там сахар нужен? Да, чуть-чуть. Договорились. Так. Ну а собачка вдруг пустить не захотела. Кто я такой? Она меня и не спросила. Да только сразу вот за ногу укусила. Я поднял крик, и тут сейчас же скоро бежит хозяйка и кричит: ловите вора! В руках держала она длинную дубину, и с ней знакомить она стала мою спину. Так, вот это сюда. Хватит, да? Кинзу не Есть. забудьте. Да не забуду я, елки-палки. Такое разве забудешь? Так, лучок сюда, кинза сюда. Где кинза? Ты ароматная. У нас сегодня не блюдо, а сплошные витамины. Точно одного хватит? Пучка? Да. Хватит, хватит. Ты же не... Как это? Должен остаться еще и вкус помидор. Не мешало бы, да?
Все, уработал. Маэстро. Да не маэстро, иди, тут аромат взорвался. Иди, может, видно опоры кинзы. Ребята, ловите по аромату. О, пошли, пошли. Чувствуешь? Да. Ты что, работает эта штука? Я думал, никогда не работает, что я там посылаю людям по аромату. А на самом деле работает. Так. Сольки буквально немножко. За сахаром я сейчас бегаю. Так был Чуть-чуть. же. Где? Не, сахара не было, сегодня был мед. Беги. Не, уже дай помешаю, потом сбегаю. Сахар то дело такое. Кому не нравится, можете не добавлять. Это чисто по вкусу зависит от помидор. Ты Если- скажи, что этот салат без масла. Сказал неоднократно. Салат без масла. Никакой заправки. Ага. И сахар у нас тоже имеется. Извини, мне тут не до сахара. А что там снимаешь? А так красиво, просто намного красивее, ну, чем, практически чем, готово. чем- А смотри, а красиво, что я буду так вот сахаром сахарить Очень красиво, очень, Сережа. на фоне, да? Слушай, скоро Голливуд будет за тобой гоняться, понимаешь? Со мной? Да, а если еще узнаешь, что мы снимаем не на профессиональную камеру, а просто на телефон, такие скажут, ребята, вы что, молодцы? Ох ты что, начинает сахарок уписываться потихонечку. А ну, А запах? А запах превосходный. Все, много мешать не буду. Сережа, это так... Заманчиво, интересно, вкусно да я не знаю, что по-весеннему. вообще вкуснее. Катюня, Дунаечку любое сделаем блюдо родом из Одессы. Таки по умолчанию считается шедевром. Это Аплодировать не надо, не благодарите. Вот как есть, так есть. Ну, чистая правда. Век на лодке не кататься. Что еще хотел сказать? Редиска есть. Ну все, ребята, мы в принципе готовы. И готово у нас. У Маратика даже пиво. Посмотри, что оно делает. Смотри. Хочется? Нет, это ты на газы посмотри. Видно тебе? вижу, вижу. А? Слушай, Я на твои глаза смотрю. неиссякаемый момент. Газировочка. Аж зачесались усы. Готово, Если были бы ребята, усы. практически. Готов, Марат? Да, вот смотрите, если у вас гарнир там, пюрешка, гречка, рис, то вот это нормальное состояние. Если вы просто как индивидуальное блюдо, то можно еще немножко даже выпарить. Все, не, у нас гарнир. У нас гарнир, поэтому можно Останавливаем. выключать. Оставляем, чтобы было чем полить. Ясно. Так, бычкуем комфорку. Выключаем. Что, можно за тарелками идти? А как же? Давно пора? Сереженька, ну корми уже давай нас. Катюшка, кормлю. Ты же видишь, сковородка какая хорошая, блин. Ее выключаешь, она еще сама дальше продолжает готовить. Прямо как наш казан для плова. Ну что, пройдемте сюда. Давайте. Держи себя в руках. Сейчас будет таки песня. Иди сюда. Ну что, мне тебя уговаривать надо? Маратик, с вашего позволения. Слюни текут, Серега. Дуже приємно було з тобою. И мне, как всегда. Не было, а продолжает быть приятно. Ты у меня красавец. Так, ёшкин кот, ты шо? Ау. Прям что яйца динозавра перепелиные, ты понял, старые какие-то? Вот такие. В укропе. Даже не знаю, как бы... Сказать? Да. Так, давай сначала по чуть-чуть, понемножку, чтобы у нас все влезло. Здравствуйте. О, как сразу? Алиночка! Здравствуйте. Ёшкин кот. Собственной персоной. Целую ваши волосики. Мама дорогая. И что? Аккуратно в костер, только нам не залезьте. Что? У нас Тоже сделал, тоже сделал. И, наверное, голодные. Вот по-любому голодные. Все, договорились, голодные. договорились, голодные. Голодный, не голодный, то присаживайтесь, посмотришь по у чуть-чуть тебя. должны попробовать обязательно. Маратик, сделай шикарный вид, одень на место, елки-палки. Это он подстригся и говорит, да. А что? Каждый вегетарианец, понимаешь, не устоит. Это блюдо для детей. А также всех-всех-всех. Что, и молодая картошка у нас есть, и салатик есть, и редисочка есть, и Марат приготовил вот эту вкусняшку. Так что все нормально. Все как в Одессе должно быть. Я уже не знаю, где мне снимать, понимаешь, уже давай. Подъехали, прям вот Я вовремя. вообще шторы вешала, ты даже не знаешь, я там вообще А, да? свои 50 лет, я вот так вот стояла возле коробки, 4 Так, метра. не рассказывай о возрасте, микрофон включен. А я ничего не слышал. Сколько? 35 услышала, что там было дальше? 35. Алиночка опять. Опача. Так, это есть.
Катюня, я тут путаюсь в ассортименте. Просто что-то очень много всего. Что, Маратка, давай я всовываю. Давай, всовывай. Вот было бы пюре, я бы сверху как ляпнул. Ты меня, конечно, пардон, извини. Но Но я вот молодая картошка тоже хорошо. я сделаю вот так вот сбоку красиво. Договорились? О, по-домашнему. Может, вы тут попробуете, и потом пойдем за стол, как люди? Сейчас это так красиво. Надо наслаждаться этим, Катя. Да. Ну, все голодные, я понимаю, но это очень красиво. Ну, это надо видеть еще, елки-палки. Все. Ладно, хорошо, давай, как скажешь, долго томить не будем. Хоть вилочки принес? Вот так вот. Да, я же официант там работал, поэтому сервис я знаю, помню и люблю. Это вам с Олегом, мы с Маратом не будем. Мы уже поели. А мы же когда готовим, Пробуем. Алиночка, я буду, они пусть не едят, а я точно буду. мы от самой Так красоты что- картинки уже наедаемся. Боже, ароматы. Можно просто сойти с ума от этих ароматов. И Ребята, пробуйте повторить этот рецепт. Он очень простой, очень легкий, очень быстрый и бюджетный. Сказал, как отрезал, даже добавить нечего. Таки умеет. Ну что? Так и пробуем. И что, и без пива ничего, да? Серега. Ребята, да я даже не знаю, куда мне сразу уехать, елки-палки. Тоже куда-нибудь въедь, и давай уже все вместе покушаем. Катя голодная. Можете? Нет, не надо, я Да сама. я аккуратно по губам, я умею. Нет, спасибо, Вот Сереженька. чисто укропом. Приятного аппетита. Спасибо. Ну как тебе? Бесподобно. Что, снимать тебя или... Слушай, и чай, и соевый соус, и мед, и курица, и овощи. Все очень даже интересно. Ага. Паприка, скажи, как чувствуется? Классно. Маратик, что я тебе хочу сказать? Ты на самом деле волшебник. Курица получилась нереально сочная. Салат я пробовать не буду. Ребята, извините. Такие, пардон за ваши слюни. Ну что, как это? Ну что мы идем, то вам и посылаем. Маратик, давай, мы не говорим надолго до свидания. До скорой встречи, друзьяки. Для вас от всей души готовили вот эту детскую радость. Угу. Одесский Репван, Марат, снимал оператор. Всем пока-пока. Привет из Одессы. Чао.